Мертвые души. Коллежский советник Павел Иванович Чичиков приезжает в небольшой губернский город НН. Гость посещает многих представителей городка, от слуги в трактире до инспектора больницы, от влиятельных помещиков до губернатора, и со всеми управляется обходительно и вежливо. Павлу Ивановичу интересно все, что происходит в городе, какие ходили болезни, каковы доходы и на что они растрачиваются. О самом же Чичикове известно немногое. Вроде как он многое пережил за свою жизнь, стоял за правду в быту и на службе, нажил немало неприятелей, которые даже претендовали на его жизнь, туманные и отрывочные знания горожан о новом господине. Впрочем, это не мешает ему сблизиться с Собакевичем и Маниловым, знатными помещиками. Его приглашают на обеды и званые ужины. Он делит стол с полицмейстером и навещает вице-губернатора, прокурора и председателя палаты. Вскоре Чичиков отправляется в Маниловку, загородное поместье богача Манилова. Ласковый хозяин заслуживает отдельного описания. Обладая ничем не примечательной внешностью и характером, он бывает чересчур приторен, а также не обременен странностями и пороками. Визит гостя он сравнивает с именинами сердца и майским днем и приглашает Павла Ивановича за стол. Откушав в компании Манилова, его жены и двух сыновей, Чичиков рассказывает, зачем на самом деле явился сюда. Оказывается, он хочет приобрести так называемые мертвые души, то есть крестьян, которые умерли, но этот факт еще не был отмечен в бумагах. Манилов в нерешительности, но вскоре осознает выгоду сделки и решается на нее. Окрыленный успехом, наш герой отправляется к Собакевичу с той же целью. Но кучер Селифан после бесед со слугами Манилова витает в облаках, разговаривает с любимыми конями и пропускает нужный поворот к имению. Начинается дождь, наступает непогода, и барин с грохотом летит в грязь. Чтобы не провести ночь на улице, приезжие заходят к Настасье Петровне Коробочке. Это еще одна помещица с тяжелым и вредным характером. Но и у нее предприимчивый Чичиков решается сторговать мертвые души. В итоге старуха соглашается, жалея лишь, что не продала своих умерших крестьян подороже. Следующим Чичиков встречает Ноздрева. Последний возвращается с ярмарки вместе с зятем. Оказывается, Ноздрев проиграл все, вплоть до цепочки и часов. Чичиков предполагает, что этот простофиля и любитель азартных игр чуть ли не за даром отдаст мертвые души. Но Ноздрев умелец попадать в разные ситуации. Угощая Чичикова простым обедом с разнообразием алкогольных напитков, отказывает скупщику мертвых крестьян. Ноздрев пытается сыграть на них в карты, но Чичиков отказывается. И все-таки игра на крестьян состоится. Это шашки, в которых Ноздрев хитрит и плутует. Чичиков оставляет своего оппонента и продолжает путь к Собакевичу, периодически посматривая на прелестную барышню 16 лет и рассуждая о семейной жизни. Собакевич человек основательный и во всем ищущий выгоду. Его поместье такое же крепкое, как и хозяин, впечатляет нашего героя. Но что самое интересное, Собакевич соглашается продать мертвые души еще до того, как Павел Иванович предлагает ему сделку. Странность предмета его не пугает, а вот цена волнует. Собакевич рекламирует каждого умершего крепостного, рассказывая о его качествах и преимуществах, и совсем не обращая внимания на то, что они ушли из жизни. За каждого крестьянина талантливый торговец получает задаток. Чичиков продолжает путь и на сей раз отправляется к Плюшкину, которого сперва принимает за нищего. Ранее в имении Плюшкина кипела жизнь, а теперь он живет отшельником. Плюшкин зажат и скуп, но предложение Чичикова принимает и даже предлагает ему отведать чая с сухарями. Объезд территории городка НН и его окрестностей завершен. Чичикову остается лишь подсчитать приобретенных крепостных и оформить бумаги в гражданской палате. Чичиков заявляет, что купил крестьян на вывод в Херсонскую губернию. Вместе с председателем и помещиком он обсуждает сильные стороны каждого из работников. А если председатель вдруг вспоминает, что тот или иной крестьянин вроде как умер, то помещики заверяют, что все живы-здоровы и даже стали здоровее прежнего, и рассказывают придуманные истории из быта мертвых душ. Закрепляет сделку отец и благотворитель в городе, полицмейстер. Выпив шампанского, все уговаривают Чичикова не покидать город, а присмотреть здесь невесту. Теперь о Павле Ивановиче говорит весь город. Богатый жених-миллионщик. Все дамы мечтают заполучить его, на балу у губернатора завидный жених получает любовное послание. Лучшие из барышень добиваются его внимания и даже ссорятся из-за Чичикова. Всех претенденток на сердце и состояние героя затмевают губернаторша и ее дочь. Оказывается, это та самая молодая девушка, которой он любовался на дороге при покупке мертвых душ. Позабыв обо всех, он беседует с ней, но женское общество не любит пренебрежительного отношения, и вскоре Чичиков попадает в немилость. Более того, на бал
приезжает пьяный Ноздрев и во всеуслышание спрашивает главного кавалера, много ли мертвых душ он наторговал. Публика смущена, Чичиков сбит с толку. Он теряется в танце, ему не удается ужин, и уезжает герой с бала расстроенным и обиженным. Нет покоя и боязливой, но скупой помещицы Коробочки, которой все время кажется, что она дешево продала умерших крепостных. Она приезжает в город, дабы узнать, почем нынче мертвые души. Рассказав о случившемся одной подруге, она делает историю Чичикова городской новостью. Теперь все обсуждают произошедшее, причем каждый приукрашивает историю. К делу о мертвых душах добавляются и другие криминальные события. Вдруг вспоминаются фальшивые ассигнации, появившиеся в губернии, сбежавший от суда преступник и другие нюансы. У народа возникают подозрения, кто такой Чичиков. Каждый понимает, что ничего не знает о приезжем. Все строят версии о происхождении Павла Ивановича, говорят даже, что это переодетый Наполеон. Люди пытаются поговорить с Маниловым, Собакевичем, Коробочкой и Ноздревым, но их рассказы лишь путают ситуацию. Всех новостей не выдерживает прокурор и умирает. Пока в городе шумиха, Чичиков болеет в своем гостиничном номере. Он удивлен, что его никто не навещает, а выздоровев, он отправляется к губернатору. И здесь его не принимают. Обескураженный Чичиков, бывший любимчик публики, идет к другим знакомым, но везде его сторонятся. Осознав, что ситуация накаляется, Павел Иванович решает уехать из города, но при выезде его тормозит похоронная процессия, и его видит все общество, где как ни на похоронах можно рассуждать о судьбе России и ценности человеческой жизни. Тут и автор впускается в размышления и воспоминания о судьбе Чичикова. Читатель узнает, как он рос и учился, как складывались его отношения с друзьями, как он служил в казенной палате и других невыгодных местах. Были разные случаи в его жизни. Сперва неподкупный и принципиальный, он начал переговоры с контрабандистами на таможне. После попался, прогорел, но смог обойти суд, уйдя с должности. Вскоре у него созрел план – ездить по России и покупать мертвые души, закладывать их в казну и на полученные средства прикупить деревеньку и зажить безбедно. Бежит тройка лошадей, звенят колокольчики, и отвлекается автор от своего героя. На этом заканчивается первый том «Мертвых душ» Гоголя. Конец первого тома.